Привет, пилоты! Как у вас дела? На связи ремейкер, канал TIFRU. Неужели мы снова с вами здесь? Самому вон и не верится. Лето, ремонты, огороды и вот это вот все. Играть во что-то, пилотушки, и тем более в Titanfall 2, не то чтобы времени нет. Само желание сделало ноги. Но так как я уже вдоволь натрогался травы, в последние пару недель прошел пару-тройку игр на отложке, и прошедшие 7 вечеров я полностью посвятил Titanfall 2. Что было, признаться, довольно утомительно по причине залипательности самого мультиплеера, которая вот уже как 9 лет спустя никак и никуда не может выветриться. Вроде бы все видел, везде был, все пробовал, а вторые титанчики все так же затягивают. И в этом мой главный трабл с этим мультиплеером. Он полностью переключает внимание на себя, ты начинаешь абстрагироваться от окружения, дедлайны подходят к точке кипения, и ты просто зацикливаешься, гамать и гамать без разбора. И если кто остался в живых с тех времен, когда мы проводили ноябрьские сборы в 2016 году, наверное помнит, это было просто каким-то безумием. Катки почти до самого утра, когда по 8, когда по 12 часов кряду, новый лист календаря, новый недосып. И так по кругу, day by day, 7 дней в неделю. И могу сказать однозначно, что на сегодняшний день мультиплеер Titanfall 2 для меня это не самое интересное и желанное место, начиная с 19-20 года. Но блин, стоит запустить мультиплеер с целью просто ознакомиться, что там с онлайном, с делами сети, состоянием серверов. И если нажимаешь на поиск матча и не дай случай подцепляешься к катке, заэскейпиться оттуда фактически не представляется возможным. Не знаю, совсем ли это так, скорее всего у каждого свой подход к любимым проектам. Особенно если вы обычный наблюдатель, и тот или иной мультиплеер для вас значит не то чтобы много, но индивидуально для меня Titanfall это, наверное, как условный рефлекс. Это, наверное, как сидеть на диете по питанию или там курению, далее невзначай сорваться, поднявшись в середине ночи и направиться в сторону кухни, дабы просто попить только одной водички. Благо, я ничем таким не страдаю, но механика импакта предельно ясна. Причина выхода этого ролика понятна. Я снова случайно зашел в Titanfall 2, вот прям случайно. Прогамал 4-5 часовую неделю уже вечерне. И собственно время было проведено, как оно и должно быть, незабываемо. Особенно когда занимаешься подобными вещами в 25 году, когда игре уже стукнуло почти 9 лет. А все доступные траблы, плавно перешедшие в тривиальность, как обычно на своих местах. Вопросы в комментах под роликами или в наших социальных местах, и не только в наших, они однообразны и предиктны настолько, что на них уже никто не хочет отвечать. Но на самом деле мультиплеер Titanfall 2 это типичный день сурка. По факту дифферентность она статична от года к году. А если бы что-то и сдвинулось с мертвой точки, ну я бы, наверное, не делал бы такие длинные опенины, которые пусть откровенно искренние, но отношение к делу не то чтобы имеют. Ну, а как дальше быть? Новые ролики по Titanfall, которые посвящены именно Titanfall, на СНГшном YouTube не то чтобы часто дропаются. Онлайн, что сказать про онлайн? Он, как обычно, достаточный. Просто достаточный. Что здесь имеется в виду? Прироста игроков его нету, такие источники людских душ, как Apex или дискаунты на титанов, они уже давно не работают. Последние акции вообще не принесли никакой динамики, а скорее компенсировали убытки пары-тройки ласт месяцев. Средний онлайн на ПК уже давно в районе 1,5, ну максимум 2000 игроков. Да, бывают пики, но как правило, они только в акционные вечера. И начиная с апреля и по дни текущие, такие пики достигают 2,5-3 тысяч игроков. На консолях, вот смотрите, берите вот все, что я скажу, и делите на 2, ну минимум на 1,5. На ПК просто онлайна всегда было чуть больше. Понимаете, здесь еще какое дело. Если вы проживаете в России, наверное, кроме Владивостока и Хабаровска, или заходите из Восточной Европы, ну вы наверняка играете на серверах там Франкфурта, Амстердама, Лондона и вот этого вот всего. Так вот, новости хорошие. Основная база пилотов как раз проживает в районах онных поинтов. Следовательно, заметных проблем с поиском каток совершенно не возникает. Главное заходить в мультиплеер в вечернее время по европейскому времени. Это не раньше 16:00 по МСК.
Но если заскочите раньше, весь онлайн будет в Азии. Ну и по факту, если играть в правильное время и, собственно, нормально порубиться получится там до часу ночи. Ну а дальше вступает в дело западное полушарие, там поиграть нормально не получится. Это американские сервера. Могу также сказать, что сейчас люди стали чаще пикать режимы битвы титанов и охота за наживой. По крайней мере, если сравнивать ситуацию к началу года, если в поисковом сетапе значатся названные игровые форматы в связке с истреблением, то последний выпадает в 90% случаев, сейчас же это где-то на уровне 70%. И да, наконец-то я наигрался в битву титанов, надо сказать, очень и очень редкий режим. Ну, субъективно для меня, последний из титанов я особо недолюбливаю из-за компетитив составляющей, а вот битва титанов – это лютейшая аркада, хаос, наслаждение или фрустрация на грани. Просто на грани. Собственно, как и весь мультиплеер Titanfall. С серверами все в полном порядке. Кстати, обращаю внимание, что на форумах до сей поры несут несуразицу про DDoS атаки, жесткие вылеты, которые там длятся месяцами и прочие небылицы. Так вот, ничего подобного в мультиплеере не встречается уже как минимум, наверное, пара лет. И возвращаясь к дням текущим, мультиплеер Titanfall 2 располагает достаточным онлайном для быстрого поиска каток, в вечернее время само собой, сюда же плюсом стабильные сервера и лучшая шутерная геймплейная составляющая с паркуром и титанами. Устанавливайте, приходите, играйте, проблем никаких нет. Мультиплеер Titanfall 2 в полном порядке. Само собой, проблема с задротами никуда не делась, что скорее всего правило, чем исключение абсолютно для любого старенького нишевого мультиплеера. Таковыми могут показаться и довольно посредственные игроки с высшими поколениями. Если особенно вы давненько не играли, встречаются и читеры, как прошаренные, так и откровенно глуповатые. Некоторые софтят долгие годы и не испытывают каких-либо там угрызений совести. Но перечисленные нюансы, они не константные. Директность все-таки в сторону вариативности матчей, в которых могут встречаться как нубы, новички первых уровней, так и игроки, которые в мультиплеере, чуть ли не с релиза, но заходят погамать от случая к случаю. Вот прям как мы с тобой и тот чувак за твоей спиной. И несмотря на то, что в Titanfall 2 я захожу из года в год все реже и реже, к сожалению, я никогда не удаляю его директорию с диска, так сказать. Эти 65 гигов для титанчиков давно зарезервированы, и выселяться они не собираются. Это как запиши мой номер телефона, положи его в дальний ящик, забудь про него, но не удаляй. Вдруг в критичный момент жизни он тебе как-то да пригодится. Вот здесь то же самое. Так что если вы новичок, который находится в активном поиске, игра к покупке жестко рекомендуется. Заблудившимся можно камбэкаться, ну а тем, кто здесь случайно, ребятушки, идите в Battlefield 6. Зампел отвечает, зуб дает, что мультиплеер станет таким же бриллиантом, как и Titanfall 2. Следите за этим каналом, пупсики, и возможно когда-нибудь это все закончится. Это был Ремейкер. Отключаюсь.